у модели отсутствуют волоски в нижней части брови. Сами по себе брови жесткие с достаточно короткими волосками. Далее мы прорисовываем форму белым карандашом, опираясь на анатомию лица. Мастер Линь Ям при построении эскиза формы бровей будет ориентироваться на золотое сечение. Одна бровь располагается ниже, другая выше. Финальный цвет должен быть немного сероватым. Можно обратить внимание, что на правой брови не хватает волосков в верхней части. Форма бровей – это 70-80% успеха. Перейдем к построению эскиза. Мы находим точку начала брови через кончик носа, приложив карандаш. Не делайте много проходов в головке брови. В этом месте кожа хорошо удерживает пигмент. Всем привет! Вы на канале Ханафи, и сегодня у нас в гостях мастер из Вьетнама Линь Ям. Мы будем выполнять процедуру перманентного макияжа бровей волосковой техники, как говорит мастер, которая не требует коррекции. Посмотрим на наш исходник. Мы видим, что у модели отсутствуют волоски в нижней части брови. Сами по себе брови жесткие с достаточно короткими волосками. Также мы можем наблюдать асимметрию. Одна бровь располагается ниже, другая выше. При выполнении перманентного макияжа наша задача исправить эту асимметрию. Мастер Линь Ям при построении эскиза формы бровей будет ориентироваться на золотое сечение. Какие факторы влияют на то, чтобы создать красивую форму бровей для клиента? Для выполнения процедуры Линь Ям будет использовать пигменты компании Ханафи, которыми работает уже больше года. Эти пигменты дают предсказуемый результат и натуральный цвет после заживления. В работе будут использованы пигменты для бровей линейки Hair Strokes на оранжевой основе номер 1 и номер 3, а также пигмент номер 7 Deep Black из линейки для глаз на желтой основе. Также в работе будут использованы два минеральных корректора, так как нужно сбалансировать цвет между теплым и холодным. Пигменты Ханафи мы можем использовать для всех типов по Фицпатрику, для азиатской кожи, европейской и для африканской. Что касается аппарата, вы можете выбрать любой, это не имеет большого значения, но рекомендация мастера – машинки типа Pen. В случае, когда аппарат более тяжелый, игла идет по коже более плавно. Перейдем к построению эскиза. Мы находим точку начала брови через кончик носа, приложив карандаш. Для построения эскиза по золотому сечению мы будем использовать циркуль. С помощью этой линейки будет очень удобно найти все точки для построения симметричной формы бровей. Самое важное – это найти три главные точки, как раз с помощью этой линейки. Далее мы прорисовываем форму белым карандашом, опираясь на анатомию лица. Для того, чтобы исправить асимметрию бровей, с помощью эскиза мы немного поднимаем верхнюю линию брови. В этой части у нашей модели отсутствуют волоски, и брови сами по себе достаточно тонкие. Наша задача – создать гармоничную форму для лица нашей модели. Именно поэтому мы немножечко делаем их шире. Сам процесс построения очень быстрый и займет буквально 2 минуты. По нижней части брови мы немного убираем лишние волоски и делаем общую форму более мягкой и округлой, без острых углов. Эскиз готов. Брови имеют идеальную симметрию и соответствуют золотому сечению лица. Обязательно проверяем эскиз сидя. После выполнения процедуры перманентного макияжа брови не будут иметь такую четкую очерченную форму, как после построения эскиза. Волоски будут смотреться очень натурально и мягко. Если вы знаете формулу построения эскиза, то вы сможете создать гармоничную форму для любого лица. Лишние волоски необходимо убрать одноразовым лезвием, не выщипывая их. Для клиента это будет более безопасно. А также можно дать ему с собой аналогичное лезвие для того, чтобы в дальнейшем клиент мог выполнять эту процедуру дома самостоятельно. Пигменты. Как вы видите, мы будем использовать несколько цветов. Мы не смешиваем все цвета в одном капсе, а будем работать послойно с несколькими разными миксами. Линь Ям рекомендует использовать легкий нажим при формировании волоска, так как при сильном нажатии волосок будет выглядеть очень плоско. А после заживления, если кожа у клиента жирная с разжиренными порами, когда сойдут все корочки, это может привести к неравномерному остатку пигмента. Пигменты Ханафи отлично подходят для волосковой техники и заживают натуральными оттенками в тон естественных волосков.
Волоски будут создаваться по слоям в такой последовательности. Для создания этого перманентного макияжа мы будем использовать несколько оттенков. Это номер 1 и 3 из линейки Hair Strokes и номер 7 из линейки для глаз, а также 2 минеральных корректора. Мы будем работать в 3 прохода. Первый проход – это микс пигментов номер 1 и номер 3 в соотношении 1 к 1. Для второго прохода мы будем смешивать оттенок номер 3 и оттенок номер 7, где оттенка номер 3 около 30% и номер 7 около 70%. Третий проход – это номер 7 в чистом виде. Для того, чтобы регулировать теплоту оттенка, в миксы можно добавлять корректоры. Если вы видите, что кожа клиента очень светлая, то можно добавить немного корректора Дубай в первый микс. В самый темный цвет мы добавим 1 каплю корректора Каир, чтобы избежать зеленого оттенка. Финальный цвет должен быть немного сероватым. Далее можем приступать к работе. В процессе работы мастер использует разные миксы, наслаивая их друг на друга для того, чтобы создать объем. Чтобы при заживлении получить правильный цвет, игла не должна входить в кожу слишком глубоко, и необходимо выбрать правильную конфигурацию картриджа. Перед тем, как начать работу, в микс пигментов мы добавляем разбавитель для того, чтобы облегчить смешивание пигментов в миксе, а также это поможет пигментам не так быстро подсыхать во время работы. Для более жирной кожи лучше всего выбрать картридж диаметром 0,35-0,40. Игла должна быть прочной, но не слишком острой, иначе это может повредить кожу. Если мастер повредит кожу, это может дать негативные последствия в виде расплывшегося волоска после заживления. Форма бровей – это 70-80% успеха. Если на этапе эскиза вы создадите негармоничную форму, то даже самые красивые волоски не будут украшать вашего клиента. Но если вы построите гармоничную форму, а техника ваших волосков будет не безупречна, это будет не так заметно. Еще один из важных факторов – это подбор пигмента. Если пигмент не подходит для создания волосковой техники, то финальный результат вас не порадует. Для начала причешем волоски, чтобы видеть естественную форму бровей и задать верное направление при построении волосков. Мы обязательно ориентируемся на естественную форму и направление роста волос. Можно обратить внимание, что на правой брови не хватает волосков в верхней части. Здесь нам обязательно необходимо их добавить. При выполнении процедуры на клиенте мастер заранее не отрисовывает волоски карандашом, но для проведения обучения обязательно демонстрирует этот момент для наглядности. Скорость аппарата и вылет иглы всегда настраиваются под руку мастера. Для новичков лучше всего использовать низкую скорость для достижения наилучших результатов. На начальном этапе стоит выставить скорость около 3, далее можно увеличить в диапазоне от 4 до 5. На кожу не нужно давить. Работа должна производиться легко по поверхности, чтобы не травмировать кожу. Давление должно быть равномерным. Именно это позволит создать правильный рисунок волоска. При создании волосков мастеру важно менять положение тела относительно клиента. Угол посадки мастера должен соответствовать углу натяжению кожи. Движения должны быть легкими, плавными, будто вы гладите шелк. Как вы можете заметить, при работе нет повреждения тканей. Это значит, что использована верная техника. Не делайте много проходов в головке брови. В этом месте кожа хорошо удерживает пигмент. Если в начале брови вы сделаете много проходов, это повредит кожу, и пигмент при заживлении расплывется. Старайтесь делать волоски естественными, похожими на натуральные волоски клиента. Если волоски на брови клиента прямые, не нужно рисовать ему округлые. Это будет выглядеть неестественно. Перед тем, как перейти на вторую бровь, необходимо поменять иглу, так как после всех проходов на одной брови игла немного затупилась. Если этой же иглой продолжить работу, то одна бровь получится темнее. Иглу обязательно подгибаем. Давайте посмотрим на результат. В местах, где нет своих волосков, рисунок более четкий, а там, где есть волоски, напыление более мягкое и рассеянное для создания естественной тени. Это необходимо для того, чтобы при расчесывании волосков мы видели общую форму брови. Сейчас разница очень отчетливо видна, так как на этой брови было очень много мест, где не хватало волосков. Переходим на вторую сторону.
Брови готовы. У нас сегодня был сложный случай: редкие волоски, а натуральные волоски жесткие и короткие. Однако сейчас вы можете заметить, что брови стали однородные по цвету. Линии очень тонкие, их почти невозможно отличить от естественных волосков. Естественные и нарисованные волоски переплетаются между собой. Именно благодаря этому эффекту брови выглядят натурально. Этот перманентный макияж будет сохраняться на протяжении 2-3 лет, а возможно и дольше. Все зависит от кожи клиента. На жирной коже с расширенными порами перманентный макияж будет носиться немножко меньше, около 2 лет. На более сухой – до 3,5. Обязательно подписывайтесь на канал Ханафи, задавайте свои вопросы в комментариях и не пропускайте новые полезные видео. А все ссылки на продукты, которыми работала мастер Линь Ям, вы можете найти в описании к видео.